Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп, ретроградная Венера и период с 23 июля по 9 октября. Судьбоносные перемены в моей жизни. Если мы начинаем с ретроградной Венеры, то должна сказать, что каждые 18 месяцев или полтора года Венера уходит в ретро-движение. И если вы на сегодняшний день отмотаете свою киноленту или киноленту своей судьбы, жизни немножко назад, вы можете где-то провести аналогию с теми событиями, которые вот за прошедшие полтора года с вами произошли. Возможно, невольно пришлось заниматься тем, что приблизительно полтора года тому назад вышло словно на авансцену или стало главным. Или, с другой стороны, мы могли не решиться на что-то, или, знаете, духу не хватило, или обстоятельства были для кого-то тяжелые, и где-то мы не воспользовались возможностями, может быть, некоторыми, и протоптались на месте. Вот, то есть есть какой-то момент, который или в котором нам могла помешать тоже нерешительность. То есть мы, не могли, может быть, тяжелая была ситуация, не могли смириться с этой реальностью. То есть в целом где-то не прошли урок или нам что-то помешало. И поэтому для себя словно затянули, вот так на подольше те или иные обстоятельства, ту или иную ситуацию. Каждые 18 месяцев, повторяюсь, Венера уходит в ретро-движение, что само по себе как явление достаточно редко. Но даже удивительно не это, а ее превращение. Ведь уходит Венера с небосклона, когда она звезда вечерняя. После она отступает полшага назад и уже вновь появится как звезда утренняя. Это как возрождение в другом качестве. Период ретро-Венеры будет состоять из нескольких этапов. И вообще вот эти периоды по датам, которые я обозначила, они самые разные. Но они настолько логически в последовательности расположены, что я их решила осветить все, чтобы вы прочувствовали этот момент, потому что действительно, наверное, по воле судьбы или небесной канцелярии мы вынуждены как минимум раз в полтора года, может быть и чаще, но это планетарное явление, которое на нас оказывает влияние, хотим мы того или нет, и заставляют нас вот оглянуться назад. Что же это за периоды? И первый период у нас называется йод Венеры. Имеется в виду, что такое йод. Это буква еврейского алфавита. И есть ее значение, это называется как палец Бога. В данном случае это принимайте как дизлайк или палец вниз. По сути, это кризис. И это те вопросы, которые, вот как я сказала, были не решены. Или, может быть, то, что послужило для нас какой-то болевой точкой. То, с чем мы должны разобраться, хотим или нет, мы не можем на это закрыть глаза, потому что есть какая-то реальность, понимаете? И вот именно как будто с какой-то реальностью мы должны примириться. Мы можем не верить в каббалистическую систему, но йод — это не только буквенное выражение, это еще и цифра, и это соответствует 10, а 10 мы знаем из карт Таро. Это всегда какой-то итог завершения. То есть вот мы шли, и в итоге мы куда-то пришли. Или мы чем-то занимались, но вот получили тоже какой-то итог. И неважно, какой он, с плюсом или с минусом. Ведь даже если он с плюсом, как будто все равно мы должны это в дальнейшем увеличить, как-то развить. Значит, все равно предполагается какая-то точка невозврата, когда мы переосмысляем, и уже вот этот скачок, о котором я говорю, мы делаем в совершенно ином качестве. А от чего-то вполне вероятно в этот период мы и откажемся. Вот эта глубокая система символов, она действительно работает. Мы можем отрицать, как будто, что это существует, но символам-то ведь тоже все равно. Они все равно на нас оказывают влияние. Вот такой первый период у нас продлится с 23 ориентировочно июля и по 1 августа. Должна оговориться на все периоды сразу, поскольку у нас Сатурн в рыбах.
Все границы этих периодов размыты. Нет вот какой-то четкой грани. И надо сказать, йод Венеры, он еще сопряжен, это как Венера с Плутоном и Нептуном. Ну вот по Нептуну там тоже много чего непонятного. И, кстати, вот в эту неделю или в этот период, хотя кто-то из вас может даже за неделю до того прочувствовать, или словно какие-то процессы в вашей жизни активизируются, или какие-то вопросы из прошлого начали возвращаться, или, мои дорогие, вам самим захочется, ну, какую-то черту уже провести или сделать какой-то выбор. Может быть, что-то затянулось слишком долго, а у кого это уже не первый год и не первые 1,5 года, вам уже самому или самой захочется какой-то ясности. Для кого-то это, может быть, придется посмотреть страху своему в глаза. Или, как мы говорим, столкнуться с собственной тенью, вынести на поверхность то, что на самом деле есть. И второй период у нас будет называться квадрат Венеры и Урана. Уран мы тоже знаем, называют ее, ну, не совсем, наверное, справедливо, это мое мнение, можно не соглашаться, что это планета-разрушитель. Нет. И я думаю, люди, у кого в натальной карте есть Уран, со мной согласятся. Чаще всего это те люди, которые не, ну, так смело смотрят в будущее. Они не пытаются что-то удерживать. Они, наоборот, им вперед и вперед. Им самое главное, чтобы рутины и штиля не было. Поэтому для них уран как воздух. Это необходимость. Так вот и в данном случае я хотела сказать, что уран для нас, ну, наверное, как волшебный ускоритель, чтобы мы быстрее увидели какую-то реальность и, скорее всего, приняли какое-то решение. И вот в этот период второй, который продлится с 27 июля и уже подольше, по 19 ориентировочно августа, могут приходить какие-то внезапные новости, информация, словно подталкивать нас принять какое-то решение. Это может быть, как мы узнаем какую-то тайну, но... И тайное станет явным в отношении нас. Здесь будет двояко. Но чаще всего это срабатывает именно с получением какой-то либо информации, либо, мои дорогие стрельцы, обстоятельства вашей жизни как-то тоже извне словно начинают меняться. Третий период, если вот мы как раз говорим, что два периода, если йод Венеры, палец вниз, да, то есть кризиса период. И второй период, когда приходят какие-то новости, вроде бы они неожиданные, тут могут быть и не случайные случайности, но это так нас может несколько выбивать из привычной колеи, то вот как раз третий период, это уже трин Венеры с Хироном. Кто такой Хирон? Это великий, благородный и мудрый кентавр. И это образ израненного целителя. И, наверное, поэтому третий период у нас как раз и характеризуется тем, что он более мягкий. Это уже где-то процесс, когда мы переболели, когда у нас внутри уже все отгорело, нет никаких эмоций, какая-то ситуация, мы ее приняли, она нас не цепляет. Исцеление глубин нашего сознания. Очень сильный потенциал, пройдя предыдущие два периода, залечить глубокие душевные или сердечные раны. И далее 13 августа звездная точка Венеры, или когда Венера у нас появляется утренней звездой. И именно с 13 августа идут энергии в сторону реабилитации, назовите так, или в сторону выздоровления. Когда мы почувствуем, что действительно какая-то ситуация отпускает нас. Да, последующий период, с 23 августа он продлится и до конца ретроградности, до 3 сентября, это ретро-Венера и Меркурий. Но, мои дорогие, здесь не только эти две планеты, это тот период, когда у нас совпадут сразу 5 планет. 23 августа по 3 сентября, то есть по ту дату, пока Венера не пойдет в прямое движение, у нас будет великий период ретроградности. Сразу 5 планет будут в обратном движении. Венера, Меркурий, Сатурн, Нептун и Плутон. Основные игроки небесной канцелярии. Поэтому на нас это будет, безусловно, оказывать влияние. Это может выражаться, как, знаете, в слабости или в какой-то апатии, может быть, у кого-то, или сама по себе вялость какая-то
какая-то необъяснимая, могут быть трудные разговоры, переговоры, какие-то люди из прошлого или ситуации. Но, повторюсь, нас уже так вот по-больному это не цепляет, даже если разговор предстоит серьезный. Поэтому, если что-то подобное в этот период мы чувствуем, примите это мудро. То есть, ну, мы от этого не денемся, все-таки 5 планет находятся в ретро-движении. Как будто это, знаете, заключительный аккорд. Мы подводим черту под прошлым для того, чтобы устремиться в будущее. И вот дальше как раз уже больше соединения, которые будут касаться нашего будущего, хотя по датам они тоже идут еще в плавающем таком состоянии. С 25 августа квадрат Венеры и Юпитера и продлится по 30 сентября. Период, который будет связан конкретно с нашими деньгами. И конкретные вопросы: куда я трачу деньги, почему я купила эту вещь или купила, она мне действительно нужна, или я о ней мечтала, или она мне полезна, или купил, потому что все пошли и купили, ну, принято так. Или я ее купила, мне престижно. Вот эти моменты. Для чего это нужно? Потому что если мы говорим, что энергия денег – это один из способов взаимодействия с миром, так вот, нам самим захочется проанализировать какой-то свой финансовый распорядок, уклад. Нам захочется реализовать какую-то, может быть, свою давнюю мечту. Для чего-то мы ведь пришли на планету Земля. Есть у каждого какая-то своя особенная миссия. Каждый человек уникален. И вот мы эту денежную энергию должны, как будто, знаете, инвестировать в себя. Что-то для себя сделать. Я не имею в виду покупки такие внешние. Нет, это что-то для нашей души, для нашей самореализации. И в последующем для нас будет тоже где-то вот эти вопросы будут, точнее, стоять на повестке дня не раз. Мы научимся, наверное, быть более, ну, где-то скрупулезными в деньгах и в тратах. И последнее у нас соединение – это Венера и Юнона. Юнона – это богиня астероидов. И у энергии Юноны и Венеры они очень похожи. Это такой удачный унисон, и для нас, для всех прекрасное уже время. И если предыдущий аспект с 28 августа это были вопросы денег, то теперь вопросы брака, любви, отношений. И он у нас продлится с 3 сентября и вплоть до окончания, пока находится Венера в знаке Льва. Ориентировочно это где-то 8-9, а может быть и 10 октября. И тоже конкретные вопросы. Нас Венера вернет к какой-то реальности и к нашему благополучию. И, к примеру, на ком я хочу жениться, или за кого бы я пошла замуж, а за кого точно не пошла. С кем мы хотим стать партнерами, может быть, в бизнесе или по работе, с кем я хочу больше взаимодействовать. И в целом, о каком типе людей я бы, или какой тип людей я бы хотел видеть рядом с собой. Кто нам вообще созвучен. Вы можете прочувствовать, что хочется уйти от людей, то, что мы называем токсичных, или тех людей, которые нас заставляют чувствовать словно беспомощность, или пытаются принизить, может быть, где-то наши заслуги, нивелировать какие-то наши качества. Если мы говорим, надо окружать себя теми людьми, которые приносят вдохновение, когда они рады видеть нас и улыбаются, а мы точно так же улыбаемся и рады видеть их. Вот этот взаимообмен, он должен быть в гармоничном аспекте. Вот здесь вопросы отношений как и личной жизни, так и в целом вот социума. И для кого-то из вас это будет желание, возможно, не просто желание, а твердое намерение сменить свое ближайшее окружение. Вот такие аспекты. Давайте мы теперь спросим у карт Таро, как они видят вот эти все периоды, которые я описала. Надо сказать, не всегда астрологические прогнозы совпадают с картами Таро. Ну и Таро-то с ними тоже так себе совпадает. Но я надеюсь, будем реалистами, и подсказки нашего шестого чувства, плюс астрологические предпосылки, плюс метафорические образы карт. В целом какую-то картину для вас либо сложат, либо инсайт какой-то вам дадут. Оценка ситуации будет называться первая карта. И дальше мы рассмотрим как будто два события или две сферы, где вот как раз такие перемены могут проиграться или с чем это будет связано. Первое и второе. И немножко развернем информацию, каковы перспективы, что будет потом, к чему это может привести, или для чего нам это нужно, может быть.
Возвращение к прошлому. Первое и второе событие. Неожиданные события в этот период. И что нам помогает? В целом оценка ситуации. Ух ты, тут все серьезно. Знаете, главное, наверное, с этой картой не пойти в разнос. Потому что здесь может, знаете, любая как информация, которая приходит, зацепить нас так эмоционально за какую-то болевую точку или, как мы говорим, наступить на больную мозоль. Либо захочется настоять на своем. Хотя, по сути дела, это два направления по 15-му аркану, как раз это страсть. Если мы говорим про любовь, и это буквально у кого-то физическое влечение, есть человек, который, ну, очень притягателен, просто магнетизмом каким-то обладает. А для кого-то это вопросы денег. И если мы уравновешиваем вот эти энергии, где-то не выходим из себя, но сохраняем эмоциональный баланс. Тут ведь вариант, чтобы не попасть в какую-то зависимость. У кого-то эта зависимость может проиграться буквально от работы. Почему нет? Любые зависимости проходят по 15-му аркану, и поэтому мы должны быть аккуратной. Но есть еще и такой момент, как какой-то вопрос, может быть, конкретный, который вот как раз из прошлого вы не решили. Он о себе напомнит, и будет желание с этим разобраться. Давайте посмотрим, что же это. Но очень мощная энергия, это точно, которой придется где-то контролировать. И эмоции, мои дорогие стрельцы, держать на коротком поводке. Потому что мы как будто можем навредить, с одной стороны, себе. Мы можем понадеяться, например, кого-то, да, если мы говорим зависимость. Бывает и от людей зависимость. Так вот, мы не должны в нее попасть. Мы не должны попасть в какую-то ситуацию, когда спустя, может быть, месяцы или дни, или недели мы окажемся один на один с какой-то проблемой, которую нам придется решать. А где-то причина будет крыться в том, что мы на что-то согласились. Может быть, нам было подано как что-то такое вау. Поэтому, ну, наверное, не для каких-то страстных эмоций, если вопросы касаются какой-то конкретики, где больше нужна логика. Вот тут будьте аккуратны. Итак, первая сфера жизни или события, а вообще звезда. Это карта как и популярности, но это еще и карта расстояний, а еще это карта выбора правильного направления. Всего в колоде карт Таро две точнее карты. Это карта Солнца, направление, но это направление как будто мы избираем на несколько месяцев, а по карте звезда это по Плутону лет на 10-20. Поэтому какой-то свой долгосрочный план или цель, намерение, как будто вот то, о чем вы мечтали, вы должны обязательно воплотить в жизнь. Для вас это будет важно, но для кого-то это будет напрямую связано с вашей популярностью, может быть, с вашим имиджем. Нам говорят, сияйте как звезда, и вы будете тут что-то переделывать. Для кого-то из вас просто это проиграется, если мы говорим по расстоянию, так у кого-то переезд. Или вы вдруг надумаете совершить переезд, или собирались даже, а вы можете что-то передумать, у вас два старших аркана, может быть, так сложатся события, обстоятельства, что думал ехать в одну местность, а поеду я совсем в другую. Вот здесь может быть смена каких-то планов, но все равно как будто, видимо, пространство вас будет подталкивать в нужном направлении. И на вас будут влиять, безусловно, какие-то внешние события. Но если что-то у нас задерживается по этой карте, вот вполне ведь ситуация, которую я сказала, уже тянется из прошлого, и, может быть, у кого-то она, ну, вот где-то порядка 2 лет и тянется, и у меня все не хватает духу как-то, ну, может быть, забыть или принять что-то и уже начать какой-то новый жизненный этап. И вот тут вам, скорее всего, захочется завершить, потому что уже реальность, она понятна, уже все сложилось, уже совершенно какие-то моменты в вашей жизни вам очевидны. Поэтому, может быть, придется делать какой-то важный выбор для кого-то из вас, и это будет сопряжено с картой звезда. Ничего себе, еще один старший аркан, и это аркан страшного суда. Надо сказать, это очень добрая карта, наверное, как вот этот трин Венеры и Хирона. Это карта возрождения. Или это как по ретроградной Венере мы сказали, что уходит она с небосклона в виде вечерней звезды, а потом появится в виде утренней. Вот это как раз то состояние по карте 20-го старшего аркана, когда
Это как жизнь с чистого листа, какая-то совершенно новая история, с новым вдохновением. У кого-то из вас, мои дорогие, это проиграется, может быть, и в отношениях, как, к примеру, была какая-то прежняя история личной жизни, не самая, ну, как какая-то веселая, или, может быть, финал был грустный, или, ну, какие-то были, словом, обстоятельства. И это все закончилось. Но где-то нас внутренне как раз это держит. Не потому, что мы искусственно удерживаем, хотя для кого-то может мешать как раз, знаете, табу. Мы говорим зависимости, правда, по 15-му аркану. Так вот, если мы себе не ставим каких-то шаблонов, так у нас и 15-го аркана не будет. Почему-то мы, может быть, считали, что вот так принято в обществе. А тут мы можем подумать, да ничего не принято, мне ничего не мешает что-то изменить свою жизнь для того, чтобы быть счастливым. Вас ведь, к счастью, карты зовут от какой-то зависимости. Подумайте. И у каждого, повторюсь, вот этот 15-й аркан, он проигрывается по-разному. У кого-то это может быть и вредная привычка, а у кого-то действительно меня прошлое не отпускает. Мне так кажется. А здесь, если мы разберем, мы понимаем, что, по сути-то нас ничего и не держит тоже. И эту ситуацию мы можем просто вот так развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону. Иными словами, возрождение. Давайте узнаем по аркану звезда, какие же тут у нас перспективы. Ого, у вас самые серьезные перспективы. Карта мага, еще один старший аркан. Все в вашей власти. Если мы уйдем от какой-то зависимой ситуации, я вам прямо скажу, у вас получится реализовать, мои дорогие стрельцы, любой проект. Вот практически любой проект. Но для этого нужно хладнокровие. Карта звезда ведь очень холодная. И, кстати, по аркану суд тоже достаточно холодные энергии. Посмотрите, как они изображены. И им также вторит и аркан мага. И, видимо, вот от этого огня где-то охладиться, увидеть, что есть на самом деле. И изменить, может быть, свою историю судьбы. И у каждого своя, ведь тут может быть перспектива. Но, наверное, три старших аркана проиграться могут абсолютно в любом или в любой сфере жизни. Для кого-то, правда, это будет означать переезд, для кого-то открытие бизнеса, для кого-то из вас смена направления деятельности, для кого-то вы совершите не просто переезд, а может быть иммиграцию очень далеко. Кто-то из вас, может быть, даже начнет интересоваться духовными практиками, и причем так углубиться основательно. Все-таки маг, мы не забываем, правда? И тут пройдет это обязательно. И это, может быть, для вас станет увлечение какое-то, оно для вас станет как работа, смысл жизни. Нас что-то тут может поменять кардинально. Давайте мы посмотрим по второй карте. Еще один старший аркан. Вообще потрясающе. Вы знаете, очень редко, когда выпадают карта мага, карта сила, это одни и те же энергии. И нам здесь хоть показано где-то огонь, да? Но девушка держит этого льва. Я надеюсь, это видно на цепочке. Как будто мы должны держать эмоции на коротком поводке. Я об этом говорила. И что транслируется по карте сила? А вот то же самое, что по карте мага. Это где-то позиции серого кардинала. Нравится это нам или нет. Маг не вступает ни в какую полемику, ни в какие конфликты, потому что он знает, это ни к чему не приводит. Вообще ни к чему. Мы просто гоняем воздух, трепим нервы. Это не имеет в нашей жизни ни один спор, не имеет значения на самом деле. Имеет только значение, что мы хотим реализовать и какие есть для этого возможности. И все, что по закону, ну, по любым законам не запрещено. И то, что мы видим, какие ресурсы в нашей власти, мы можем это применять для того, чтобы быть счастливыми. И две карты вот в таких магических, я не побоюсь этого слова, энергиях дают вам очень большой приоритет. И будет, вы знаете, ваш успех зависеть от того, как вы этим распорядитесь. И здесь ведь нельзя впадать ни в какую крайность, как и сомневаться в себе, так и где-то взрастить гордыню какую-то, да, по 15-му аркану. А тут ведь именно испытание вот этой гордыни может быть, потому что у вас много явно что-то получится. У вас вообще серьезные карты очень. И как будто Вселенная вам будет тоже помогать в чем-то.
Так вот, мы можем где-то быть чересчур самоуверенными, и это нам может настолько помешать, что в один момент мы сами себе можем создать какие-то проблемы, потому что мы не увидим какие-то важные предпосылки изменений вокруг. Мага как раз и отличает умение увидеть, слышать словно кожей или слышать, как растет трава. Вот такое выражение. И для вас это важно. Неожиданности. Ну, правда, у кого-то либо переезд, либо смена работы, либо уход. У кого-то будет побудительным мотивом к каким-то вашим переменам уход человека. Может быть, он уже состоялся. У кого-то это будет связано с личной жизнью. У кого-то, может быть, любимый человек переехал далеко или куда-то отправился. И для вас это тоже, знаете, как побудительный мотив что-то изменить в своей жизни, потому что мне невыносимо вот в одиночку что-то продолжать. И это тоже может быть отправная точка вашей трансформации. Но есть конкретное какое-то перемещение. Но по 8 кубков выход из зоны комфорта. И это очень символично, кстати, по магу. Человек идет налегке, у него тут даже котомочки какой-то нет. Поэтому если есть какая-то проблема, такая, знаете, уже злободневной, которая стала, нам словно нужно прибавить шагу, чтобы пройти через какую-то пустыню. Иносказательно, конечно. И мы должны этот путь проделать в одиночку. Нам никто не придет на помощь. Поэтому дважды надо быть магом. И тогда на нашем пути нужно подмечать все то, что происходит вокруг. Вот для вас, наверное, на все эти периоды, которые мы смотрим как на картах, как и планетарные, которые я озвучила, больше ориентир на что происходит вокруг, как я это чувствую и как я вообще планирую. Не предвзято, кстати, и не по старому шаблону, а как-то иначе. Какие у нас еще, да, действительно, неожиданности могут прийти с новостями, как по Урану. Новости, события, либо много людей будет вообще за этот период в вашей жизни, или новости, которые сначала выглядят, может быть, как вау, а потом реально за этим ничто не стоит. Поэтому не торопитесь, нам здесь это тоже карта говорит, держись сторонним наблюдателем. Не торопись включаться во что-то, потому что могут быть как и фейки, может быть и ложная информация, или сам по себе период настолько быстрый по скорости или стремительный, что утром может прийти одна новость, а вечером другая, и обе взаимоисключающие. И от вашего правильного решения в последующем. Тут ведь главное вам спешку никакую не проявлять. Несколько карт, которые говорят о том, что наоборот, неторопливость помогает, внимание к деталям помогает. А вот какая-то горячность или когда мы на полном скаку несемся и что-то сметаем на своем пути, вот тут нам точно не в плюс будет. Поэтому будьте внимательны. Что нам помогает уже конкретно? Еще одна карта, как и 5 жезлов, 7 жезлов нам говорит, держись сторонним наблюдателем. Как будто хватит сил парировать, но использовать это нужно только тогда, когда есть к этому либо запрос извне, или когда мы должны защитить какие-то свои позиции. Но здесь тоже нет никакого соревнования, может быть, для нас и будет, словно, знаете, как конкурсный отбор, или тут ведь по-разному может в жизни проиграться. Ну, так тогда в первую очередь мы не должны терять самообладание. Не то, что мы кому-то что-то доказываем, мы никому ничего не докажем. А вот верность собственным позициям или принципам. Мы тоже не делаем это с вызовом. Опять же, это где-то у вас будет много раз ситуация, когда вы убедитесь, мои дорогие стрельцы. Хотя ведь вам больше другие совершенно энергии свойственны, больше огненные, когда это импульс. А здесь нам говорят о том, что если ты полшага назад отступишь, то ты для себя еще больше решишь вопросов. И тебе как будто это поможет. А самое главное, ты увидишь, что есть по факту. Ну вот как-то это помогает. А что еще? Ну и праздник, наверное, правда. У вас с таким потенциалом было бы удивительно, если бы не выпала какая-то радостная карта в плане эмоций. Потому что тут-то все, ну, наверное, у кого какие вопросы, но они к решению стоят. И они решены, могут быть блестяще. И в конце концов, вот если мы как минимум делаем какой-то выбор или отпускаем, может быть, из нашей жизни тех,
которые уходят или по разным причинам. Здесь может быть как смена окружения, по работе тоже. Руководитель ушел, люди куда-то уехали, окружение ваше, в принципе, меняется. Или вы его тоже где-то причесываете, меняете, пересматриваете. Самая разная ситуация, но в итоге, если мы проходим, вот, наверное, как та Венера, начиная от вечерней звезды до утренней, вот этот путь возрождения, то будет на нашей улице не только праздник, но и радость на душе, и та радость, которую мы сможем разделить с близкими. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.